Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио. Я продолжаю искать идеальные волосы для кукольных паричков. На очереди натуральная шерсть. И сегодня я накупила разной немытой шерсти, чтобы посмотреть, так ли сложно ее очистить. А также, чтобы попробовать поработать с различными видами шерсти, выбрать для себя подходящий. Ведь очищенная шерсть, да еще и в виде тресс, стоит немало. А покупать их вслепую мне совсем не хочется. Эту шерсть я покупала на ярмарке мастеров. Там удивительно много продавцов, как немытой, так и полностью обработанной шерсти. Ссылку на данного продавца я оставлю в описании. У меня тут 8 разновидностей шерсти. Вся она была почти не загрязнена посторонним мусором и аккуратно расфасована продавцом. Процесс очистки я снимать не стала, так как просто поставила в ванну 3 емкости и поочередно купала в них заранее собранную в пучки шерсть. В первой емкости была вода с самым обычным дешевым средством для мытья посуды. Оно отлично убирает кожный жир и загрязнение шерсти. Во вторую я налила слабый раствор отбеливателя и оставляла в ней только светлую шерсть буквально на пару минут, чтобы она стала более яркой. А в третью емкость налила чуть разбавленной водой кондиционер для белья. Также можно развести и бальзам для волос. Они сделают шерсть мягче, более блестящей, и шерсть будет легче вычесываться. Я оставляла пряди в кондиционере минут на 10-20. Вся очищенная таким способом шерсть абсолютно не пахнет, если не учитывать приятный аромат кондиционера. После естественной просушки я аккуратно расчесала локоны частой расческой и пуходеркой, наподобие того, как я показывала в видео про акриловую пряжу. Теперь разберем каждую шерсть подробнее. Начнем с овечьей шерсти. Меринос. Вот такие мелко гофрированные локоны. Шерсть имеет довольно сильный запах овчины. На ней также много кожного жира. Но из-за этого она легко собирается в пучки. До полной очистки я меняла мыльную воду 5 раз. Эта шерсть очень тонкая, всего 16 микрон, но довольно короткая. Очень объемная и очень эластичная. За счет этого она плохо вытягивается и возвращается в свою первоначальную форму. Но при вычесывании почти не путается и не вылазит. На ощупь мне напомнила что-то акриловое или синдипух. Очень похожа на нее шерсть кома. Темно-коричневая, почти черная шерсть, только волос более толстый, примерно 19 микрон, и не такой упругий. За счет чего она лучше вытягивается утюжком и держит длину. И на ощупь она более приятная. Тоже овечка, но совсем другая. Это Лестер, шерсть класса люкс. Вот такими структурированными волнами. Пахнет чуть меньше, но все же жирная. Собирается очень хорошо и быстро. Волос гораздо толще. У такой серой это примерно 22-25 микрон. Немного жесткая на ощупь. Локоны довольно длинные, тем более после вычесывания. Серый окрас неравномерный. Я думаю, что если покрасить такую шерсть, получится очень интересный естественный переход цвета. Вычесанные локоны мягкие и приятные. Лестер Лонгвул. Это роскошные кудри длинношерстной овцы. Сероватая, с бурыми концами. Но после мытья цвет меняется на приятный молочно-кремовый. Шерсть пахнет, также легко собирается. Волос толстый, примерно 30 микрон, и жесткий на ощупь. Локоны очень длинные, а после вычесывания и вытягивания и того длиннее. Это самые длинные локоны из моей коллекции. Однако вычесывать нужно аккуратно и медленно, и лучше перед этим подержать в неразведенном кондиционере, так как пряди длинные, волос легко рвется и путается. Ангорская козочка. Довольно сильно пахнет козой. Волнистая, структурная, но рассыпчатая. Из-за этого собрать ее в пучки не так легко, как жирную, но все же не сложно.
Волос примерно 25 микрон, на ощупь жесткая. Очень крепкая, почти не рвется и совсем не пушится. На мой взгляд, она больше всего похожа на настоящие волосы. Шелковистые и блестящие, а после очищения так вообще получился настоящий благородный блонд. Альпака белая. Все виды шерсти альпаки просто невероятно мягкие и нежные, и она практически невесомая. Шерсть не пахнет, ну разве что совсем чуть-чуть. Гофрированные волокна хоть и сформированы, но легко разлетаются, поэтому собрать их не так просто. Волос тонкий, примерно 18 микрон. Длину шерсти видела разную, но у меня вот такая. После мытья становится белоснежной. Если пучки собрать аккуратно, с расчесыванием не возникнет проблем. Пуха довольно мало. Альпака карамель. Характеристики схожи с белой альпакой, но она чуть более толстая, примерно 20 микрон. Такой же длины. И вы только посмотрите на этот цвет. Теплый, медовый, со светло-карамельными корешками. Я просто в восторге от получившихся бежевых карамельных лисьих хвостиков. И напоследок альпака серая. Вот такая дымчато-серая шерсть с вкраплением черных и бело-рыжих волосинок. Словно шерсть очень пушистого волка. Волос еще чуть толще, примерно 22 микрона. Но разница почти незаметна. Она почему-то очень сильно путается, и достала я ее одним почти сплошным серым облаком. Пришлось очень осторожно и довольно долго отделять пряди и почти не касаясь промывать их. Получились вот такие серебряные пряди, блестящие и удивительно мягкие. Вот такой получился дайджест. Если у вас есть опыт работы с шерстью, обязательно поделитесь им. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!